Саундтрек Hotline Miami — это история, вознесшая сразу несколько композиторов на вершину Олимпа электронной музыки. Это веха в развитии синтвейва, сделавшая жанр популярным, и образец того, как надо делать сборник композиций от разных авторов со всего мира. В то же время саундтрек Hotline Miami — это музыка, созданная порой на заимствованиях и отсылках, чуть ли не убившая одного из музыкантов незадолго до записи первого альбома. И это, в конце концов, культовая вещь, которая получилась абсолютно случайно. Как и в любой истории, здесь все начинается с идейного вдохновителя, а точнее вдохновителей. Разработана Hotline Miami была студией Denatone, и в качестве отцов серии принято указывать двух человек — Йонатана Содерстрёма и Денниса Ведина. Но, на мой взгляд, есть еще один, не менее важный участник, без которого ничего не сложилось бы. Его вы прекрасно знаете и даже не раз видели в самой игре, но об этом чуть позже. Пока же на дворе начало десятых. Йонатан и Деннис уже определились с концепцией будущей игры. Это будет жестокий, беспощадный, стремительный и хардкорный экшен. Была проработана вся концепция, было понятно место действия, Майами 80-х, были готовы базовые механики, была даже собрана демо-версия, получившая название Cocaine Cowboy, что является отсылкой к документалке Билли Корбена 2006 года, где описывалась история рынка по обороту запрещенных веществ во Флориде 80-х. Мы решили, что нам не нужна музыка, которая звучала бы как игровая. Мы хотели, чтобы она звучала как саундтрек к фильму. Мы попытались передать настроение 80-х, а не сделать так, чтобы музыкальное оформление звучало в стиле 80-х. Другим ориентиром при поиске идеального саундтрека послужил фильм «Драйв» с Райаном Гослингом, как своей эстетикой, так и музыкальным сопровождением. Однако игре недоставало главного. При проработанности всех важных деталей она оставалась без саундтрека вообще. То есть в собранной демо-версии были какие-то заглушки, но лицензию на них пока раздобыть не получалось. Да и сам саундтрек на тот момент звучал, откровенно говоря, слишком экспериментально. Хотя права на кое-какие треки со временем удалось таки раздобыть. Содерстрём и Ведин потратили многие недели на поиски идеальной музыки и, по собственному признанию, прослушали около 2000 песен, прежде чем найти нужные. В некотором смысле это почти как если бы мы записали большой микстейп. И вот, когда казалось, с музыкальным сопровождением ничего не получится, в дело впервые вмешивается случай. Я помню, что после того, как я сделал графику, это было в выходные, когда мои родители были в гостях. У Йонатана была неделя, за которую он собрал все воедино, что-то вроде основы. Я помню, ты добавил музыку, которая была на компьютере, просто рандомный трек из тех, что ты слушал. И я думаю, это была первая композиция. Я действительно не помню как. Ты просто по приколу добавил ее или у тебя был какой-то план? Нет, я просто добавил ее по приколу. Композиция, заложившая фундамент всему музыкальному сопровождению, носила название Crystals, а автором являлся Стивен Гиллард, или просто Moon. Когда мы не могли получить лицензии на треки, я отправился на ресурс Bandcamp, где музыканты выкладывают свои композиции. Там я и нашел кучу классной музыки, которую можно было скачать бесплатно. Там я и нашел Moon. Moon было всего 16 лет, когда авторы Hotline Miami наткнулись на его дебютный мини-альбом из 4 песен. За каждую они предложили по $400, и для старшеклассника это было, пожалуй, лучшее предложение. Неизвестные инди-разработчики предлагают неплохие деньги за «считай пробу пера». В самом худшем случае эта игра затеряется где-то на дне Steam, и о ней никто не узнает. Странное чувство, что моей первой и самой важной вещью как композитора стала эта культовая классика. Это действительно изменило всю мою жизнь.
В 15 лет, за год до написания первых композиций, Стивен Гиллард был госпитализирован с клинической депрессией. По некоторым данным, он даже был на грани того, чтобы покончить с собой. Плюс, накануне инцидента он дважды бросал среднюю школу. В тот момент я был просто по-настоящему зол на себя, на весь мир, на свой маленький городок. И эти обычные подростковые проблемы лишь набирали обороты. Никакого выхода не было. Так я и начал писать музыку. Эта скрытая тоска вперемешку со злостью сделала песни Moon идеально подходящими для Hotline Miami. Мини-альбом, написанный в основном путем работы с пресетами, сэмплами и чрезмерным использованием лупов, то есть зацикленных композиционных элементов, тем не менее звучит ненавязчиво и не надоедает. Конечно же, не обошлось без цитирования классики, в частности, использования сэмпла культового саундтрека Вангелиса к Blade Runner в «Release». С другой стороны, «Релиз» — это тема битвы с боссом, которая полна зловещего напряжения благодаря низким басам и обволакивающим синтезаторным ритмам. Пэрис и уже звучавшая чуть раньше Crystals используют схожий формат построения трека, начиная с одиночных басовых партий и добавляя больше слоев разнообразного звучания. При этом Пэрис содержит намеки на некий индустриальный отзвук, в то время как Crystals явно тяготит в сторону техно. Или эти шаблонные повторяющиеся биты, на которые никто и внимания бы не обратил. Благодаря основной партии стали чуть ли не главным лицом и бенгером саундтрека Hotline Miami, и сейчас плотно с ней ассоциируются. Кстати, забавный факт, именно песню исполнителя Moon авторы The Last of Us Part 2 выбрали в качестве музыкального сопровождения в момент, когда одна из героинь играет в Hotline Miami на PlayStation Vita. Как заявил руководитель разработки игры Нил Дракман из студии Naughty Dog, изначально в этот момент на PS Vita должна была быть запущена другая игра от этой компании. Это должно было быть своего рода дополнительной сценой, вроде появления Crash Bandicoot в Uncharted 4. Вместо этого мы подумали, может, у нас есть возможность усилить сцену, сделать своего рода метазаявление, дополняющее повествование. И представьте, насколько бы по-другому этот момент выглядел, будь в нем, например, веселый Джек и Декстер. Жесткому миру второй The Last of Us должна была соответствовать и запущенная на PS Vita в этот момент игра. Мы сами большие поклонники Hotline Miami. Мы обратились в Donaton Games, но не получили от них никакого ответа. А вот издатель Devolver Digital любезно позволил нам сделать такую отсылку с подходящей этой игре музыкой. Moon сосредоточен на диссонирующих мелодических интервалах и тяжелых басах. Его закольцованные электронные ритмы побуждают раз за разом вступать в беспощадную и безжалостную схватку с противником. Я пытался передать атмосферу того, каково это быть изолированным в молчаливом мертвом космосе. Реальное ощущение, что ты где-то там, в окружении разных звуков. Это то, к чему я стремился. И это совпало с тем, к чему стремились авторы Hotline Miami. Начало было положено, Йонатан и Деннис заключили контракт со Стивеном и продолжили поиски. Как вдруг снова вмешался случай. Я прочитал про разрабатываемую игру в блоге Indie Games и просто написал Йонатану, с которым был знаком. И он прислал мне демо-версию, тогда она называлась Cocaine Cowboy. Я поиграл и подумал, боже, это отвратительно. А затем отправил Йонатану сообщение. Чувак, можно в этом поучаствовать? Дэвид Скэтлиф, более известный как Скэтл, в противоположность Moon, писал музыку специально для игры. Благо, он и сам был заинтересован в проекте, да и ориентиры в виде композиций Гилларда уже давали больше понимания того, в какую сторону нужно работать.
Таким образом, будучи композитором куда более опытным, Скэтл сразу уловил лупы мелодий с постепенным добавлением различных элементов. Вполне возможно, что именно поэтому Inner Animal структурно очень близка к Crystals. И вышеописанное лишь моя догадка, так что это может быть чистым совпадением. А вот что совпадением быть не может, так это снова наследие музыки 80-х. В то время как Гиллард позаимствовал часть партитуры у «Бегущего по лезвию», Скэтлиф вдохновлялся не менее влиятельной классикой. Я решил обратиться к раннему Джону Карпентеру и его «Побегу из Нью-Йорка». Как в фильме, я пытался совместить действие со звуком, когда в особо напряженные моменты со всех сторон летят пули. В общем, я решил выбрать что-то мощное из 80-х. Мне нравится представлять себя на месте игрока в этот момент. Так мое звучание будет лучше соответствовать происходящему. При этом музыка Скэтл не звучит совсем уж олдово, она куда ближе к переосмыслению Карпентером самого себя в виде «Побега из Лос-Анджелеса». Knock-Knock, геймплейная тема, выдержана в непринужденном стиле, но при этом сохраняет задор и драйв. Или же To The Top, что заимствует сэмпл из произведения ритм-н-блюзового музыканта, человека, стоявшего у основ рок-н-ролла, Айка Тернера, мужа, кстати, знаменитой Тины Тернер, и делает из нее, из музыки, а не из Тины, синтетическую мелодию. Но при этом звучащую именно что в околоблюзовой стилистике. Однако поистине гениальное, как мне кажется, сочетание геймплея, гейм- и саунд-дизайна, сюжета и постановки сплетается в треке Flatline. Flatline встречается в игре лишь единожды, в сцене, когда главный герой очнулся в больнице. Обессиленный он пробирается по коридорам, скрываясь от преследователей. Сама музыка подчеркивает и дополняет сцену. Напряженные биты, протяжный эмбиент, саундскейпы в виде звуков дыхания и работающих кардиомониторов. Это одновременно и музыкальная композиция, и звуки окружения уровней, и передача состояния главного героя. В итоге все сливается в единую структуру, а игрок проваливается в нее с головой. Отсылкой на происходящее работает и название Flatline. Прямая линия. Именно ее показывает кардиомонитор, когда сердце останавливается. Музыкальное наполнение набирало обороты, но саундтрек никогда не состоялся бы без еще одного человека. Именно он и есть тот третий важный участник при создании серии – Николас Окерблат, более известный как исполнитель под псевдонимом Эль Уэрва. Он был с Йонатаном и Деннисом с самого начала и чуть ли не больше них самих верил в Hotline Miami. Йонатан и Деннис даже не думали об оглушительном успехе. Они надеялись продать пару тысяч копий и хотя бы окупить производство. А на мой комментарий в стиле «А вдруг игра выстрелит и продастся миллионами?» восприняли как шутку. Именно Окерблат подарил игре одну из самых запоминающихся вещей – композицию Дайске. Она играет в минуты спокойствия, когда главный герой посещает магазинчики, забегаловки и видеосалоны между миссиями. Там он общается с персонажем Бородой, казалось бы, вечно расслабленным чуваком. Примечательно, что Борода — это и есть Окерблат, точнее его видеоигровое воплощение и в некоторой степени благодарность от Йонатана и Денниса, которые включили его в игру. Дайске, как и многое при создании Hotline Miami, попало в игру по воле случая. С Йонатаном и Деннисом были знакомы давно и часто вместе тусовались. Они как раз искали музыку для своей игры, а я только что выпустил мини-альбом, который они прослушали и выбрали пару песен. Дайске была среди них.
Песня настолько впечатлила Содерстрёма и Ведина, что именно под ее влиянием и были придуманы вышеописанные сцены спокойствия и умиротворения, которые просто необходимо было включить в противовес экшеновым уровням и психоделическим кошмарам главного героя, до которых мы еще дойдем. Эль Уэрво вообще человек многих талантов. Во-первых, он сам по себе по-настоящему увлеченный геймер, и Дайске буквально с первых же секунд отдает дань уважения серии Secret of Mana. Начинается она как расслабляющая лаунж-композиция, дополненная успокаивающими фортепианными партиями и чувственным басом, к которым позже присоединяется соло на электрогитаре. Во-вторых, Эль Уэрво записал не просто электронные композиции, он сделал их максимально разноплановыми. Если Мун, делая первые шаги, все еще следует шаблону, а Скэтл пишет их под игровые ситуации, то Эль Уэрво может позволить себе не просто создавать музыку в разной стилистике, он готов делать довольно смелые эксперименты. Трек Turf пронизан тяжелой атмосферой и грузными синтезаторными вкраплениями. На протяжении 2,5 минут не происходит практически ничего, кроме нарастания напряжения. А на самой сильной доле мелодия буквально выворачивается, заставляя испытать чуть ли не физический дискомфорт. В контексте игровых ситуаций работает просто идеально. Окерблад вообще отлично чувствует атмосферу игры. В те моменты, когда очередной напряженный уровень заканчивается, а игрок на последнем издыхании расправляется с финальным противником, наступает время расслабиться и выдохнуть. И вместе с игроком как бы выдыхает и сам саундтрек, что лишь усиливает связь с происходящим. Понимание Окербладом сути процессов приводит нас к в-третьих. Эль Уэрво является еще и автором множества артов к игре, а также художником, создавшим обложку первой части. И, наконец, в-четвертых, при непосредственном участии Эль Уэрво и его погруженности в мир электронной музыки, саундтрек Hotline Miami наполнился не менее значимыми хитами, чем те, о которых мы уже успели поговорить. Скажем, Эмерон Сталлоне или же Сан Эро выработал настолько уникальный стиль на стыке транса, акустики и синтвейва, уловил атмосферу пляжа, пальм и 80-х, что неудивительно, что главная тема игры — это его рук дело. Сэмплированные звуковые эффекты океанских волн сочетаются с воздушными акустическими синтезаторами, минималистичным басом, электрогитарными рифами и непринужденным вокалом. Сан Эро целенаправленно в течение целых 10 минут погружает слушателя в эту атмосферу, что для мелодии главного меню просто расточительство, ведь большинство игроков огромную часть трека просто пропустит. Умение композитора создавать продолжительные и атмосферные треки продемонстрировано в еще одной мелодии его авторства — Deep Cover. Тема дома протагониста, играющая между главами, нарастающая, давящая, цикличная. Образ, рисуемый пульсирующими синтезаторами, создает ощущение, что человек находится в запертии, но в то же время на грани срыва, что лишь подчеркивается бессвязным вокалом. При этом мне кажется, что написан трек под очень сильным впечатлением от группы Animals и песни House of the Rising Sun, хотя и не использует ни один из ее сэмплов, и это чистейшая догадка. К
К тому же Sun Ero — один из важнейших ориентиров для музыки всей Hotline Miami. Именно два его выше разобранных трека стояли в качестве заглушек в демо-версии, и именно с ним по ходу разработки удалось договориться для передачи авторских прав на композиции. Парад талантов на этом и не думает заканчиваться. Яспер Бирн работал как приглашенный композитор, и он написал одни из самых легких, но в то же время запоминающихся композиций во всем саундтреке. Носят они названия Miami и Hotline. Первая проигрывается в конце каждого уровня, когда показывается статистика прогресса игрока, и, на мой взгляд, как и тема главного меню, она обделена вниманием. Ведь пропуская ее, игрок пропускает и шикарные синтезаторы. А также очередной оммаж в сторону драйва и легендарной Night Call от Ковински. Другая композиция Бирна чисто геймплейная, чуть менее драйвовая, чем все остальные, но не лишенная интересных моментов, вроде вкраплений перкуссии и синтезаторов. Идеально подобранных треков под конкретные игровые ситуации вообще огромное количество. В принципе, это почти каждый, будь то один из самых коротких, но не менее экшеновых Music per Automatic, где нарочито использованы словно бы написанные на плохом оборудовании и записанные с помехами синтезаторные звуковые эффекты, которые при этом захватывают и не выбиваются из общей картины. Или же Coconuts с песней Silver Lights, что играет в кошмарах главного героя. Невероятно мрачная композиция продолжительностью 6,5 минут. Оттенков в ней несметное количество. К вступительному басу вскоре присоединяются гитарные рифы в стиле индастриал. И пугающий вокал, тон которого олицетворяет безумие и внутреннее смятение, отражает душевную борьбу протагониста. Именно этот трек задействован в кошмарах главного героя, и композиция передает их атмосферу просто идеально. Сочетание баса, электрогитары и вокала лично мне напоминает самые мрачные песни The Cure. Залетел на огонек в саундтрек Hotline Miami и один из самых значимых исполнителей жанра Synthwave — Джеймс Кент, более известный как Пертурбатор. Его треки для игры просто лицензировали, но вписываются они идеальнейшим образом. Если вам нужно объяснить человеку с игрой незнакомому ее музыкальную атмосферу всего одной композицией, то это безусловно будет Miami Disco. Басовые партии, синтетическая музыка — все тут сведено на высшем уровне. Electric Dreams и Vengeance не менее прекрасны даже вне контекста игрового произведения. Ну и довершает все Эрик Зурке и его New Morning, просто офигенно залетающая под финальные титры. Кинематографичная и звучащая будто саундтрек к боевику 80-х. После всех этих напряженных часов тяжелой синтвейв музыки, легкое соло на электрогитаре и задумчивая перкуссия — то, что нужно. И это отличная точка.
Композиции собраны и расставлены по всей игре не бездумно, а если их выстроить в хронологическом порядке, начиная с темы главного меню и заканчивая New Morning, получится отличный микстейп, собранный с контекстом, с развитием и историей, которая подчеркивается музыкой. Саундтрек Hotline Miami получился почти идеальным, но можно ли было лучше? Конечно же можно, и ко второй части разработчики перевыполнили свою же норму в двойном объеме. В 2 раза больше треков, в 2 раза больше идей и в несколько раз больше новых лиц. Это был сиквел во всем. Разнообразие коснулось музыки в первую очередь. Чиптюн, минималистичный эмбиент, синти-поп и еще масса новых жанров для любителей электроники. За написание темы главного меню берется Бенни Смайлз. Причем берется еще до того, как был нанят в качестве композитора. Как так, спросите вы? Все очень просто. Бенни был огромным фанатом первой части и дико хотел поучаствовать в создании второй. Тупо отправлять свои наработки было бы слишком просто, и был велик шанс затеряться среди других желающих. Авторы должны увидеть, что треки Бенни идеально подходят под игровой процесс. И композитор пошел на хитрость. Я написал Деннису на электронную почту, сказав, что создал композицию и наложил ее на игровой процесс первой части Hotline Miami. Я спросил, могу ли я использовать это в своем портфолио. Я надеялся, что он скажет «без проблем», а также, если музыка его заинтересует, он обратится ко мне с предложением. Так и произошло. Через какое-то время он написал «можем ли мы использовать твой трек для второй части?» А я ответил «естественно». Получилась главная тема второй игры крайне разноплановой. Если в первой нужно было показать эпоху и место действия со всеми этими пляжами и пальмами, то в продолжении требовалось продемонстрировать возросший масштаб, больше событий, больше героев, и музыка будто бы звучит свободнее, с постоянным эхом, перкуссией и реверберацией, а также ощущением большого окружающего пространства. Музыкальное сопровождение игры получилось настолько огромным, что, как и в больших аудиосборниках, тут есть B-side-треки, то есть те, которые не входят в основную часть альбома. И в данном случае это означает, что в игре они не используются. А на мой взгляд, очень даже зря. Bad Ending, например, вышел крайне достойным. Синтезаторы вперемешку с лидирующими барабанами, постепенное ускорение и наложение все больших слоев. Прекрасно вписываются в общую стилистику. И с легкостью бы украсили как игровой уровень, так и какую-нибудь сюжетную перебивку. Вторая часть, само собой, не могла обойтись без Николаса Окерблада. Эль Уэрва вновь занимается помимо музыки еще и артами, а также обложкой ко второй игре. Плюс он сделал, как мне кажется, одну из крутейших возможных вещей. Вот, попробуйте послушать и угадать сами. Можете написать в комментариях, если получилось. Так вот, композиция Rust представляет нам персонажа Бороду в продолжении. И если в первой игре серии при встречах с ним играла Дайске, то тут как бы играет ее сиквел, показывая нам знакомого героя под другим углом. Окружающее пространство вокруг Бороды сильно отличается. Это не уютные забегаловки, а суровые, но в то же время солнечные джунгли. Так что идейный наследник Дайски слегка изменил мотив и добавил перегруженных электрогитар. А чтобы накинуть таинственности, под конец используется сэмпл из второй части «Восставшего из ада». The mind is a labyrinth, ladies and gentlemen, a puzzle. And while the paths of the brain are plainly visible, its ways deceptively apparent, its destinations are unknown, its secrets still secrets. Its destinations are unknown, its secrets still secrets. Но и этого Окербладу показалось мало. Трек Ghost уже напрямую цитирует Silent Hill и одного из величайших игровых композиторов Акиру Ямаоку.
Вышел он крайне запоминающимся, а последовательное звучание то электрогитары, то гитары акустической вообще находка, которая прекрасно подходит для данной композиции. Но и новички в серии не брезговали экспериментировать. Так, Митч Мёрдер при написании своих мелодий позаимствовал немного от чиптюна, немного от MIDI-синтезаторного наполнения музыки времен Супер Нинтендо и немного от музыкального сопровождения аэробики из 80-х. Чтобы на выходе получить одни из самых позитивных треков сиквела. Оба звучат в одном настроении и оба действительно будто взяты из воркаут произведений того времени. Настолько органичной и без лишних примесей современных инструментов получилась стилизация. Еще одно новое лицо, исполнитель Western Vulture, предоставил один, но при этом весьма оригинальный трек. New Wave Hookers имеет, как бы это сказать, два репетативных слоя. Первый — еле уловимый мотив, который впоследствии разбавляется отличающимся, но при этом ненавязчивым ритмом. А Green Kingdom написал слегка меланхоличный, умиротворяющий, но при этом немного странный эмбиент с периодически включающимися то тут, то там саундскейпами. Контрастирующая со всем остальным музыкальным наполнением как второй, так и первой части и, пожалуй, одна из самых выбивающихся из общей картины композиций. Но делающая это в хорошем смысле. Она не рушит стиль игр, а лишь дополняет его чем-то новым. Следующий новичок — El Tigre, творчество которого, как и многие песни до этого, было обнаружено авторами игры на ресурсе Bandcamp. El Tigre предоставил для Hotline Miami трек She Swallowed Burning Coals, и при продолжительности чуть менее 5 минут при его прослушивании можно испытать самую разную гамму эмоций. Вроде бы обычные на первый взгляд мотивы в определенный момент сначала будто бы разрезаются навязчивыми давящими синтезаторами. А затем мелодия словно бы переворачивается, и эта партия берет верх над всем остальным. Да и сэмпл с голосом маленькой девочки лишь добавляет странности происходящему. Наш старый знакомый Скэтл врывается во вторую часть, да не в одиночку, но об этом буквально через пару секунд. Первый трек, на котором хочется заострить внимание — Bloodline. Еще одна попытка, как и с одной из предыдущих работ, Flatline, передать ощущение от происходящего через саунд-дизайн. И попытка, на мой взгляд, крайне успешная. К тому же немного мрачная атмосфера и редкие электронные барабаны придают треку еще большую уникальность. Как и во Flatline, напряжение в сценах с ним удерживается отлично. Ну и накатывающая акустическая волна, возникающая раз за разом, отлично разнообразит музыку. А вот второму появлению Скэтл уникальности придает тот факт, что композиция Remorse — это трек, написанный для игры лишь наполовину. Звучит сложно, но на самом деле все просто. На изначальную композицию Remorse, созданную в отрыве от игры, был сделан ремикс с целью больше, нежели оригинал, соответствовать духу произведения. Причем написал ремикс не кто-нибудь, а сам Франк Уэзо, он же Carpenter Brut. С развитием мелодии в ремиксе накапливается все больше отличий от первоначальной композиции. Если сначала мелодии почти неотличимы, то вот потом Remorse за авторством месье Уэзо становится куда более драйвовой, чем спокойный оригинал Скэтл, что лично мне куда больше по душе. И
само собой нельзя не отметить появление в саундтреке второй части еще нескольких значимых треков французского музыканта. Это, конечно же, драйвовый, но немного вводящий в диссонанс Le Perf. Местами давящий и мрачный Escape from Midwich Valley, стремительный, быстрый, но в то же время слегка пугающий. Ну и короночка. Roller Mobster. Как мне кажется, один из самых влиятельных треков жанра Synthwave. Яспер Бирн вернулся в сиквеле с не менее интересными треками. Один, а именно Voyager, как и положено многим композициям всей серии, стилистически построен на повторениях мотива. При этом постепенное включение все новых и новых элементов и лупов заставляет мелодию оставаться интересной на протяжении всего времени прослушивания. А вот Decade Dance — это по-настоящему многослойное произведение. Во-первых, мрачный диссонирующий синтвейв тут сразу придает какой-то настороженности, которая со временем переходит в затяжную партию, что будто бы отсылается к некоторым трекам первой части. А во-вторых, само название Decade Dance созвучно слову Decadence, а так называлась одна из глав предыдущей Hotline Miami. Наименее, на мой личный вкус, интересными, но тем не менее отлично подобранными под происходящее треками являются Java и Garden Meditation. Лидирующее место тут занимают перкуссионные инструменты, а какой-либо мелодии нет практически совсем. В основном это какой-то гул и медитативные барабаны. Тем не менее, под место действия, а именно Гавайи с их чилловой атмосферой, залетают они отлично. Композитор Магна написал трек, который из всего музыкального сопровождения выделяется тем, что направляющая партия тут задается не столько электронными инструментами, сколько сэмплом женского вокала. Поначалу этому не придаешь значения, но при повторном прослушивании замечаешь, что этот звуковой сэмпл в разных вариациях используется повсеместно. Он звучит то более протяжно, то более низко, иногда инвертированно, но неизбежно задает ритм. Это очень сложно описать словами, и я крайне советую не пожалеть времени и послушать композицию самостоятельно. Как и вообще весь саундтрек к этой игре. Каждую мелодию можно разбирать на составляющие до бесконечности. Например, Miss Minnie с ее прикольным битом, словно из эпохи NES. На своем месте тут абсолютно все. От Rumble, словно бы постепенно погружающий игрока в безумие, в которое проваливается все вокруг. До эмбиентных треков вроде Interlude и Abyss, прекрасно передающих атмосферу безысходности и опасности. Из странного Run от артиста I Am The Kid You Know What I Mean пишется именно так, что уже в принципе настраивает нас на нужный лад. Но главные хиты сюда вновь наваливает Пертурбатор. Его музыка опять является словно бы синонимом самой Hotline Miami. Будь то динамичный Sexualizer с ее нарочито выпирающими синтезаторными гитарами, или мрачноватые биты технуар. Любой трек Пертурбатор можно подставлять под любой момент игры, и он там будет смотреться в тему. Всегда ярко, всегда интересно, всегда талантливо написанные, вкусные биты моментально погрузят в нужную атмосферу и дадут необходимый заряд.
Ну а человек, с которого начинался саундтрек Hotline Miami, Стивен Гиллард, он же Moon, не растерял таланта и ко второй игре. Мы его теперь слышим куда чаще, чем раньше. При завершении уровня и подсчете баллов играет мелодия его сочинения. И с одной стороны, очень приятно слышать старину Гилларда так часто. С другой же, в отличие от первой игры, где в этом месте трек немного успокаивал, новая композиция продолжает окатывать легким ощущением напряжения, что дает импульс двигаться дальше, не успев насладиться мелодией сполна. Quixotic и Delay, кажется, довольно долго запрягают, но при этом все равно написаны со вкусом. На мой взгляд, с ними играет злую шутку стиль Гилларда, за который многие его ругают, а другие любят. Партии Moon чересчур зацикленные, и каждая повторяется минимум трижды, прежде чем сменится или на нее наложится что-то еще. В данном случае в треке Dust это тоже присутствует, но при изначально большем количестве музыкальных слоев не так сильно бросается в глаза. Повторюсь, кому-то такой подход не по душе, что уводит композиции больше в сторону транса, нежели в синтвейв, но лично меня подобное не напрягает абсолютно. И, как мне кажется, в этой разноплановости всего саундтрека, что я и пытался вам показать, как раз кроется основной успех музыкального сопровождения игры. Это качественные треки в правильных местах. Hotline Miami — это игра, сделанная с реальной любовью к жанру и игроку. Это игра, во многом действительно получившаяся благодаря случаю. Но в то же время Hotline Miami — это игра, авторы которой четко понимали, чего хотят добиться. Знали ли мы, что создаем нечто культовое, эстетику, которая очарует многих и вдохновит начинающих авторов? Вряд ли. Мы просто хотели творить. Все, кто работал над проектом, мечтали взять все классные вещи, что у нас были и которые мы умели делать, и воплотить их в жизнь, делая так, как, по нашему мнению, было правильно.